Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро расклад. Что по судьбе? Что произойдет или случится? События до конца мая 2025 года. Как меняется ваша реальность и с чем это будет связано? Давайте узнаем. Что же скоро войдет в порог вашей жизни, с чем это будет связано? Или вот эти перемены в вашей жизни, с чем или с кем? Доброе время ожидается, доброе небо до конца мая и последующий период, июнь и июль. Для вас как раз больше ясности внесут. Это если мы говорим об астрологических аспектах. И тут правда, возможно, и сама по себе как истина, правда открывается. Или придет нужная информация, вы ее можете так найти. Словом, давайте зададим вопросы, куда же вас заведет судьба. Знаки судьбы как подсказки. Что вам нужно знать, услышать. И у нас сегодня колода Таро снов, которую прорисовал Чиро Маркетти. Мне очень нравятся его карты. И сон – это как интуиция или наше предчувствие, предположение. То, что где-то мы храним, может быть, и прячем в нашей ментальности. То, что мы хотим осуществить. И я так надеюсь, что до конца мая у вас будет что-то проясняться. Или вы как-то иначе, по-другому будете видеть обстоятельства жизни или ту или иную ситуацию. Возможно, вам и придется принимать важные решения, чтобы жизнь ваша пошла с правильной ноги. Что-то подобное, как перезагрузка до конца мая, может происходить. Но для вас это будет еще иметь продолжение и на июнь, и на июле, я бы сказала, даже до конца года или где-то до апреля следующего года. Я вас приглашаю на свой сайт прочитать события до конца 2025 года. Так называется статья, я оставлю ссылку в описании под видео. Не останавливаюсь подробно на планетарных транзитах. Кому интересно, вы найдете, прочитайте. Итак, первая карта. Что вы вычеркнули, возможно, из своей жизни, а ну возьми и вернулась. Вторая карта. В чем вы думали, поставили точку? Ну вот какая-то неоднозначность, она у нас может быть. Так вот, вы думали, уже точку я поставил или поставила, а здесь не точка, тут многоточие или запятая. Что-то будет продолжено. Что прояснится или какая правда откроется? И третья карта мы достанем как знаки судьбы. Куда вас заведет судьба, мои дорогие тельцы? Второй знак судьбы. Что вам хотят передать высшие силы? И третий знак судьбы. Какие возможности перед вами открываются до конца мая? Что вам нужно увидеть, опять же? Итак, первая карта, что вы вычеркнули из жизни, оно вернется. Вы знаете, тут по части вашей личной жизни вы принимали какие-то важные решения. Может быть, это как раз в ментальности было ваше решение. Ну, знаете, как переоценка ценностей какая-то, скорее всего, проходила. И это могут быть вопросы, как связанные с вашими детьми, взрослыми, может быть, я имею в виду детьми, личная история любви, причем самые разные. Но здесь, если мы спросили, это ведь карта любящего человека, что вы вычеркнули из жизни, но себе может напомнить конкретный человек. Или ваша какая-то стратегия и тактика, вы можете ну, вот что-то подобное обдумывать. Или, как знаете, решение было принято прежде, а теперь вы видите, что, к примеру, кто-то, ну, может быть, возвращается и где-то пытается с вами наладить контакт. Ну, может быть, кто-то и просит прощения, такое тоже могу допустить. Ну, тысяча, наверное, житейских ситуаций, правда? Или вот этот контакт, когда пытается объясниться, может быть, друг друга неправильно поняли. Или когда вы вашу помощь, вашу поддержку тоже будете как-то переоценивать, но несколько отходить от того, что вы себе определили прежде. Но, правда, есть пересмотр, и он будет связан именно с чувствами. Одновременно эти чувства можно еще отчасти и переложить на деньги или материализм. Почему? Потому что королева кубков прежде изображалась как королева-русалка, которая заманивала рыбаков и моряков на пучины морские, обещая им, с одной стороны, несметные сокровища, а с другой – неземную любовь. Здесь и может быть и человек, ну и каждого по-разному. Я допускаю, что кто-то и не верит, потому что была, мы же спросили, что возвращается, значит,
Если вы в чем-то поставили точку, то явно для этого была причина. Или когда вы пересмотрели отношение к конкретному человеку, тоже была причина. Но вот теперь какие-то параллели вам нужно будет, тем не менее, в одном формате как-то определить для себя или уравновесить. Почему? Потому что не все так однозначно, может быть, как и в вашей жизни, или на вас влияют обстоятельства. Но я так вижу вопросы между чувствами, эмоциями и деньгами. Давайте откроем вторую карту. В чем же вы там точку могли поставить? А правда, какой-то был тупик. Все то, что я говорила, но где-то двойка мечей, это может подтверждать еще вот эти энергии, о которых я сказала. Потому что это есть и какая-то реальность, или материализм, или вопросы денег, назовите это так. Но есть еще и область чувств, или то, что вы хотите для себя прояснить, уравновесить. Может быть, и была какая-то тупиковая ситуация, но, может быть, именно теперь вам словно заново придется что-то переделывать. Или как-то по-новому решать вопрос, в новом ключе. И у нас не случайно, смотрите, здесь у нас Луна, а здесь у нас весы. Равновесие, уравновесить мы говорим. И Луна – это управитель знака зодиака Рак, вот как раз в июне. Юпитер переходит в знак зодиака Рак, это для нас более доброе время. И здесь у нас Королева Кубков знак Рака и знак Близнецов. И Близнецы это тоже, ну тут не совсем про баланс, но как и Весы, это стихия воздуха, но это двойственность определенная. И имеется в виду, когда мы вынуждены уравновесить какие-то противоположности. Вот подобная ситуация будет вам дана к рассмотрению. Может быть, какой-то реорганизации, или когда вам себя и нельзя загнать в тупик, и в то же время существует в вашей жизни, к примеру, один какой-то узкий фарватер. И вам не хочется, может быть, даже так продолжать, или вам не хотелось бы даже об этом думать. Но вот может какая-то данность вернуться по ситуации, которая не нова. Она вас не ранит, мои дорогие, совершенно. Более того, тут кто-то и дифирамбы может петь. Я могу такое предположить. Но вы уже просто не верите. Ну вот что-то подобное. Давайте посмотрим. Ну правда. Здесь все равно так или иначе будет завершение. Вы можете сами где-то чувствовать, что нет. Вот какие-то постулаты очень важные, которые вы приняли, или мнение ваше, которое у вас сложилось. Все-таки телец что-то выстрадал, я бы сказала. И уже тут по-другому то, что выстрадано, оно не может меняться, потому что была какая-то реальность, которая вам открыла глаза, либо на отношения, либо на какие-то финансовые ситуации. И вы понимаете, ну нет, тут не о мечтах ни разу. Тут все-таки время может быть таково, что мне самим собой или самой собой нужно разобраться. И вы можете как и завершать. Ведь это, по сути дела, не про смерть, я надеюсь, все это прекрасно понимают. Эта карта будет говорить о завершении, о том, что нам самим нужно быть где-то и гибче, потому что обстоятельства мы, к примеру, не можем изменить. Но, тем не менее, исходя из той ситуации, в которой вы можете оказаться, если мы спросили, что прояснится, вот действительно какая-то правда, она открывается, что не будет продолжено, или что вам придется где-то переделать, переиграть. Ведь по этому аркану нам говорят, как состояние между прошлым и будущим. Вот двойка мечей тоже где-то между прошлым и будущим. Но это не тогда, когда мы рвем, да? Или как-то резко выносим вердикты, тогда и нас словно изнутри ломает. А здесь, да, что-то завершается, словно роль уже какая-то сыграна. Да и спектакль уже окончен, занавес. Это может быть, с одной стороны, как и печаль по прошлому, что не получилось что-то осуществить, и тем не менее, если мы говорим уравновесить что-то, и есть здесь ключ к возрождению, или к тому, что вы, может быть, какое-то время либо на что-то соглашаетесь, либо будете продолжать. Здесь, правда, какие-то наши позиции, доктрины, может быть, жизни меняются, потому что что-то исчерпало актуальность, потому что теперь уже и ситуация поменялась, да, если мы говорим из прошлого, что-то к вам вернулось, а на пороге уже новый этап жизни. Но, видимо, еще пока сердце болит по каким-то старым переживаниям или старым контактам, но вот именно по контактам и
или по финансам у вас будет что-то и прояснено. И я так вижу, мои дорогие, опять же, знак зодиака Скорпион нам выпадает, да, вот так прорисован у нас аркан. А с другой стороны, это как нун, буква иврита, и она означает у нас как рыба. Рыба – это, мы говорили, да, тут пусть у нас не рыбы показано в знаках зодиака, но рыба, я часто говорю в своих прогнозах, что это олицетворение рыбы двойственные, они как будто плывут, даже знак у нас зодиака рыбы, как две рыбы, которые плывут в разные стороны. И это означает, первое, сокровище, да, или денежный какой-то вопрос. И, кстати, управитель Плутон, управитель Скорпиона, а Плутон – это мрачное царство где-то Аида, но это еще и одновременно хранитель подземных сокровищ. Поэтому, правда, мои дорогие тельцы, это как экзамен какой-то жизни между материализмом и вашими эмоциями и чувствами, между чем-то возвышенным, может быть, вашими идеалами, между вашим благородством и суровой реальностью и материализмом. Материализм, он в хорошем плане должен быть применим к тому, чтобы мы собой не рисковали, потому что мы должны о себе подумать. И если мы про рыбы, это первое значение, если деньги, а второе, это еще переезд, поездки, путешествия, в разные стороны плывут рыбы. И у кого-то тут может стать вопрос и переезда тоже. Или вы начнете рассматривать, потому что вынуждены. Может быть, обстоятельства жизни так складываются. У кого-то это далеко, а у кого-то поближе. Вот такие очень важные, если мы рассмотрели просто как подсказки, именно знаки карт, да, но одновременно знаки судьбы. Вот такие серьезные вопросы вы можете решать на пороге будущего. Что я возьму из прошлого в будущее? Вот такой вопрос основной, наверное, у вас будет. Ну, давайте 3 знака судьбы рассмотрим, куда же вас заведет судьба. А ведь и правда, кто-то к вам возвращается, пытается вернуться, словно с новым солнцем, с новым желанием. Опять же, у нас Скорпион и знак Солнца. Всегда по этой карте это иногда называют карта ностальгии, но это прежние отношения, но это еще и наши близкие, это наши любимые, это где-то и дружба, это прежние контакты, которые для нас уже знакомы. Ну вот какая-то организация, как знак судьбы, куда заведет судьба. Я вам могу сказать четко, вы будете определять, кто уходит из моей жизни окончательно, или, может быть, кого-то и вы вычеркнули, и будете тут какие-то последние аккорды совершать или расставлять все точки над «и». Но я вижу, что есть еще какая-то перезагрузка по тем отношениям, которые все-таки продолжены будут. Либо вы сами так определяете, либо обстоятельства жизни за вас где-то тоже определяют определенное продолжение. Но, может быть, и есть какие-то ситуации зависимые по финансам, мои дорогие. И я такое тоже могу предположить. Или буквально в каких-то семейных узах. Самые разные могут быть ситуации. Все мы разные. Давайте откроем следующую карту. Что вам хотят передать высшие силы? Аркан Отшельник. Отшельник идет медленно. Это какая-то перезагрузка. И знаете, как, ну, холодная трезвая голова. Ни разу не эмоции. Значит, вот то, что мы говорили, есть, значит, какая-то данность вашей, как реальность, которую, она присутствует в нашей жизни. Нравится она нам или нет. Карта предлагает: отдели себя от эмоций, чтобы они тебе не мешали. Это карта уединения. И, может быть, действительно есть те вопросы, которые вам нужно переосмыслить. И у кого-то придется брать, может быть, и ответственность над себя. Или у вас будет стоять вопрос о мере именно вашей ответственности. И вы будете анализировать, на что же вы готовы. Что вы готовы продолжать действительно. А что, ну, тут еще нужно изучить. Потому что по этой карте ведь это философ. Работа с информацией, которую еще нужно уточнить. Здесь осторожные действия и организация жизни по-новому. И когда мы уже, может быть, нам что-то и не нравится, ведь отшельник уединяется, он уходит, потому что его все достало, ему все надоело. Но и с другой стороны, есть то, что мы не можем избежать, а должны исследовать, адаптировать, чтобы организовать свою жизнь как-то по-новому.
И старший аркан, повторюсь, это правда, на вас влияют внешние события. Может быть, и вы словно находитесь как в рамках каких-то взаимоотношений. Такое я тоже могу предположить. Так вот, высшие силы и хотят вам сказать, что исследуй что-то. Может быть, то, что как... Вот есть в философии такое единство и борьба противоположностей. Это где-то вот по близнецам идет, да? То, что мы не можем никак выбрать, да, ни в одну сторону, ни в другое направление, а каким-то образом не отказаться ни от одного, ни от другого, а как-то объединить. Хотя я могу предположить, все-таки 13-й старший аркан, вы можете что-то завершать, оставляя только опыт. И для себя ставить новые цели, новые планы. И отшельник надеется сам на себя. И высшие силы вам, мои дорогие тельцы, говорят, надейся сам на себя. Поэтому и будь вот таким прозорливым и внимательным. Какие же возможности открываются? Именно это такой твой путь к победе. Это карта победителя, мои дорогие. Тут та победа, которая вам как по судьбе. Ну, если забежим немножко вперед, поскольку тут у вас знак Льва и одновременно Юпитер планета. Как раз Юпитер в Раке, и это период, когда с июня месяца 2025 и на целый год, июня 2026. И вот эти энергии, такие добрые энергии, а у вас Юпитер будет находиться в третьем доме гороскопа. Это где-то ваши контакты, это ваш социум, это работа с информацией. Это когда вы можете через людей, через правильно выбранный круг общения, кстати, для себя, ну, как и открыть новые возможности, перспективы, или изменить вообще и себя, и собственную жизнь. На вас это будет, по крайней мере, влиять. И, может быть, правильно вы тут какую-то для себя совершенно новую стратегию, тактику разработаете. Или вы примите во внимание, что ну вот существует то, что я не могу изменить. Но эта карта будет говорить, если мы, какие возможности открываются, а как раз те возможности, которые вас делают словно лидером. Но ведь эта карта нам еще одновременно говорит про возможности. Твои возможности, они будут или могут балансировать. И если ты мало взять какую-то высоту или мало взять словно реванш или добиться этого самого успеха, а нам все-таки приходится и еще и контролировать это, потому что как только мы ослабим где-то наше внимание, все может пойти наперекосяк. Но если про возможности, мои дорогие тельцы, то карты нам дали подсказку. Я хочу на картах оракула. Как-то у вас тут неоднозначно, правда? Что же это такое? С чем может быть связано? Давайте достанем карту, нам, может быть, прояснят. Но тут, правда, нельзя замечтаться, потому что есть и силы, как противодействие. Это оракул Сибилла, он прорисован был очень давно, и ни изображения, ни значения не менялись. Здесь противник нам прописан. И два как бы противника, недруга в этой колоде. Но вот этот, который нам прорисован, он словно прячется. Он готов к каким-то действиям. Он именно готов. Вторая карта больше о ментальности говорит. Но вот нам выпало то, что ни разу нельзя замечтаться. Как будто, идя вот по этому пути, следуя жизни, нужно быть не просто внимательным, осознанным, а еще и предполагать, что за каким-то поворотом могут ожидать неожиданности. И задавать себе, может быть, вопрос или даже просчитывать какие-то альтернативные варианты, мои дорогие тельцы, чтобы, если сложится именно так в вашей жизни, вот как это иррационально, или то, чего вы прежде думали, ну нет, этого не произойдет, как вы будете действовать, чтобы вас никакая ситуация не застала врасплох. Вот вам что хотят одновременно передать высшие силы, кстати. Чего это может еще касаться, не должно. Вот прежде чем вы на что-то согласитесь, служанка, но имеется в виду, тут, понятно, не служанка, а какое-то взаимодействие с конкретным человеком. Может быть, и по работе. Тут в первую очередь вопросы работы, денег, как вы будете продолжать, что вы будете продолжать. И всегда эквивалент, взаимный энергообмен. Значит, это как вы можете оказывать услуги, выполнять какую-то работу. И обратный эффект,
как вознаграждение. Может быть, вознаграждение, когда, если мы говорим про работу, как деньги, да, финансовые какие-то институты. Или, если это касается личной жизни, то это тоже ни разу не про игру в одни ворота. И тут буквально служанкой в ожидании нечего быть, но и не надо кому-то услуживать. Тут опять же о равносильном обмене идет речь. Поэтому не поставить себя где-то, как и на второй план, на кону ваша победа. Но, наверное, и не расслабиться. Об этом тоже нам сказала карта победителя. Но и взаимодействовать, находить какое-то среднее арифметическое, по крайней мере, до конца мая вам придется. Давайте как совет. Карта ученого. Ну, есть о чем подумать. И все то, что я говорила, карта опять же подтверждает. Да, действительно, вот этот отшельник. С одной стороны, есть такое значение, кстати, в этой колоде, но пусть это соответствует девятке жезлов. Но это девятка, да, это ситуация перемен между прошлым и будущим. И так вот есть значение «ты сделал все, что мог». Пусть это старший аркан, но он тоже девятый, если мы про нумерологию. И какие-то мудрые решения, мои дорогие тельцы, это как знаки высших сил, вам придется принимать до конца мая. Может быть, по части чувств, эмоций, но и одновременно деньги, какой-то правильный расчет или на что-то решиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.